Если вы знаете это начало, то уже понимаете, о ком сегодня пойдет речь. Сусуму Хиросава родился 2 апреля 1954 года в Токио. С ранних лет, а именно с 5 класса начальной школы, уже держал в руках электруху. Зацепили парня легкая серф-панкуха и просто красивые гитарные переборы с радио, как у группы Yes, Black Sabbath и Pink Floyd. В свои 20 Сусуму создает группу Mandrake, играющую прогрессивный рок и крафт-рок, когда-то популярный жанр больше электроники, нежели рока, популяризируемый такими группами, как Kraftwerk, батьками электронщины. Группа ничего особо не достигла, хотя и делала, откровенно говоря, классные вещи, и вскоре распалась. Между делом Хиросава учился на интерьер-дизайнера. Его дипломной работой была сцена купольной формы для выступлений Tangerine Dream, тоже немецкой и тоже электронной группы. Работал продавцом овощей на рынке, сторожил Бепписы ночью. После нескольких лет преподает в школе синтезаторского мастерства Ямахи. Неплохо. В 79-м, однако, он вновь создает группу P-Model. И решив после прослушивания нового панка и проведения времени за синтезатором сделать ее более электронно ориентированной. Менялся состав группы, проходили эксперименты с другими жанрами. Опять же панк, но в этот раз постпанк. Но лидером всегда оставался Хиросава, и группа пришла к успеху. Спустя 10 лет Хиросава решил начать и свою сольную карьеру, быть человеком-оркестром, так сказать. И получилось. Группа, к слову, все еще была до 2000 года. После они дали несколько концертов в 2004 и пошли своими дорогами. Почти сразу после начала сольной карьеры отдельно от P-Model Хиросава связался с аниме меха под названием Detonator Orgun 91 года. Опять продолжительная пауза в 6 лет, и в 97-м к Хиросаве приходит одинокий парень в очках. Говорит, что фанат его музыки, и просит написать саундтреки к адаптации его манги. Парня звали Кентаро Миура. И так получился великолепный саундтрек к Берсерку. Их сотрудничество не прекратится. Музыка Хиросавы будет звучать и в Золотом веке, и во 2-м и 3-м сезоне Берсерка. Проходит время, и вновь приходит фанат. На дворе уже новое тысячелетие. Опять просят дать саундтрек, и опять эти господа становятся друзьями. В этот раз парня звали Сатоши Кон, и первая его работа с музыкой Хиросавы. Актриса тысячелетия. Затем они будут вместе работать с агентом Паранойи в 2004-м и Паприкой в 2006-м. Возможно, так бы и продолжилось. Однако в 2010 году Сусуму Хиросава потерял своего друга. Сатоши Кон умер 24 августа в возрасте 46 лет. Во время работы с Сатоши Коном несколько раз Хиросава давал свой концерт уникального формата Phonon, начав с мирового турне, дав 5 подобных концертов. Также была восстановлена группа P-Model, однако теперь это Kaku P-Model, логическое продолжение первой.
После этого он не участвовал в других проектах. Как я уже говорил, был «Золотой век» и 2 сезона «Берсерка». Но помимо этого Хиросава спокойно ушел в сольную карьеру. Создал свою студию звукозаписи, работающую исключительно на солнечных панелях. И все. Но кроме... Неожиданно, не правда ли? Руинер, игра девольверов, имеет несколько композиций Сусуму Хиросавы. Да, его музыка и до этого была в играх по Берсерку, но вот это была прямо неожиданность. Приятная неожиданность. И вот мы здесь, спустя десятки альбомов и синглов, Сусуму Хиросаве 66, жив, здоров, выглядит великолепно. Не пьет, больше не курит, веган, имеет странности в предпочтениях к жизни, но это не важно. Важно то, что он несет своей музыкой. И там есть много чего пообсуждать. Необходимо понимать, что музыкальное веяние пришло к нему с панк-рока и крафтверка. Лирические же веяния пришли к нему совершенно из другой стези, даже не музыкальной. Свою музыку он старается концептировать на психологии, аналитической, если быть точным, сопоставляя это философию дуализма инь и янь, человек и машина, текста про людей, музыка, машина. Именно здесь и проявляется схожесть с Сатоши Коном. Оба любители психологии, оба идеально подходили друг к другу. В пении Хиросава использует тайские техники. Эти высокие ноты в параде из Паприки и Форса с Берсерка. Хотя мне они также напоминают возгласы японского театра Кабуки. И тут тоже есть связи, упоминающиеся сквозь его карьеру. Эдакий истинный японец, подающий взгляд на Японию сквозь свою музыкальную перспективу. Многим может показаться это видение несколько разорванным или даже гротескным. Но если призадуматься над музыкой, что в наше время делают нечасто, то становится понятно, насколько она точна. Лучшим примером становится тот же парад. Как очевидно, парад всего в Паприке, так и парад мыслей. Здесь и кроется смысл названия видео. Эта композиция — квинтэссенция человечества. Самые начальные звуки — это странная мешанина человеческой речи. Она идет за тобой по пятам, она вокруг тебя. И ты пожран этим социальным парадом. На нем твое имя. Ты будто растворяешься в этом месиве, становясь его обыденной частью. А после идет сама лирика, проходясь по социуму, существующим порядкам и, главное, по тебе, еще жестче. Да, несмотря на задорную мелодию, это поистине страшный трек. То же самое можно сказать и про опенинг Агента Паранойи, только там все еще страшнее. Страшно, насколько это резонирует с реальностью, после чего абстрактные картины Сатоши Кона выглядят вполне обыденно. Так, на нас за короткий трек выливает все мысли человечества — раз, и мысли созерцания мира Хиросавы — 2. Пугающе гениально. А что о других проектах? Но тут все более просто. Однако парадигма сохраняется. Разве не идеально бы подходила любой армии композиция Forces? Концентрация решимости, героизма и жажды славы. А не посещали ли вас пугающие мысли при прослушивании темы Гатса из экранизации 97-го года? Это сейчас я ее полюбил и могу абстрагироваться от этих мыслей. Но при первом просмотре эта музыка нервировала меня пугающе сильно. Будто что-то очень ужасное притаилось прямо за углом. Но так и было с Гатсом. Тут скрывать, в общем-то, нечего. Про Detonator Organ не могу ничего сказать. Не смотрел. Но звучит эпично. И пугает. Снова. К сожалению, я не смог найти название подобного стиля выступления и не придумал ничего умнее, кроме как музыка лазерных лучей. Так выглядят концерты Сусуму Хиросавы. В
Впрочем, что еще ожидать от любителя научфана? И ведь действительно человек-оркестр, и выглядит это более чем эффектно. Не верите? Смотрите лайв исполнение Forces. Впрочем, все его концерты не похожи на других исполнителей. Экран, показывающий на протяжении концерта историю, концовка которая зависит от эмоций зрителей. Квест с лабиринтом и музыкой по телефону. Неведомые ранее инструменты. Ну а под конец всем уже привычная музыкальная катушка Теслы. А еще шлифовальная машина как инструмент. Ну да. Что? К слову, даже в Японии наш герой не так популярен, как должен. Чересчур нишевая его музыка для современного слушателя. Однако иногда он выползает в интернет, и происходят странные вещи. К примеру, довольно известный случай, связанный с Кийоном. Главную героиню Кийона зовут Юи Хиросава. Сусуму Хиросава. К тому же Юи одарена талантом к гитаре, поэтому к Сусуму постучались. А тот ответил: «Я Сусуму, а не Юи. Вы ничего не перепутали?» Бывает, стримит в интернет, довольно жесток с фанатами, но так, по-отечески. 実は一切名を名乗れ И просто хороший дядька. Это был краткий обзор на Сусуму Хиросаву. А с вами были Юкино Секрет. Всем пока и удачи!